День добрый. Сегодня я буду ремонтировать пальцы захвата кран-манипулятора, используя как заготовку вот такой вот шлифованный пруток. Пальцы некоторые разбило в посадочном, и кроме этого они все когда-то плохо смазывались, были заржавевшими, ну вот, и в этом месте начался и сильный износ. Пруток заготовка имеет поверхностную закалку, поэтому я нарезал с припуском 5 миллиметров заготовочки. Потом переношу их на токарный станок, торцую, делаю фаски и обрабатываю в размер. Переношу заготовки на фрезерный станок, чтобы не выставлять каждый палец по новой. У меня уже заранее выставлены упоры и найден центр заготовки. Ориентируясь по УЦИ, отступаю в каждую сторону на одинаковое расстояние и на автоподаче сверлю два отверстия.
Используя кончик сверла как направляющее, прохожу резьбу двумя метчиками, сначала первым номером, потом вторым. Для изготовления торцевых крышек и фиксаторов вырезаю плазморезом из листа заготовки. За кадром в крышках просверлил отверстия, и теперь через них креплю к ранее изготовленным пальцам. После этого их можно проточить на токарном станке, обработав все неровные края. С противоположной стороны будет крышка с фиксацией, так что ее обрабатываю на фрезере.
У одного из пальцев успело разбить посадочные отверстия в захвате. Было решено расточить отверстие, завтулить и обварить. Тут как раз видно, насколько сильно разбило отверстие. Люфт пару миллиметров. Кое-как смог разместить захват на моем небольшом стареньком фрезере. Расточной головки для такого большого диаметра и таких расстояний у меня нет, поэтому специально для этой работы пришлось изготовить длинную оправку под твердосплавный резец.
На таком большом вылете, что резца, что детали, все, конечно, ужасно свистело, но я кое-как подобрал режимы и получил более-менее нормальную поверхность. Устанавливаю на горячую втулки и обвариваю их. Ну вот, закончил я, в принципе, собрал все. Снаружи, которые 4 пальца, сделал на болтик фиксацию от проворота, то есть 2 болта вот в палец и один в этот в саму щеку. Потому что она здесь толстая, и мне тут приваривать, что мне проще сделать на болт. Мне кажется, даже надежнее. А вот внутри, который внутри пальца, сюда мечиком и не подлезешь нормально. Ну вот, и здесь тонкая щека, не захотел ее дырявить дополнительно. И вот 3 пальца сделал с фиксацией просто приварным пятачком. Он сюда вставляется. Вот здесь. Вот он вот с этой стороны один. Ну, здесь, в принципе, можно было, конечно, подлезть. Вот он удобнее всего. Но, опять же, тонкая слишком. Они тут нежные. Ну, вот. И вот с этой стороны, как раз здесь вот видно, я еще не поставил. Вот она. Вот пятачок приваренный. Вот втулки, которые я обваривал. Палец сюда новый. И вот так он остается. То есть она здесь фиксируется от проворотов и 2 болтами к пальцу. С другой стороны, вот не знаю, видно, тут нет. Всех у них крышечки. У этой, вот у этой крышечки, то есть с другой стороны пальцы закрыты. Не сказал бы, что это прям надо сильно для надежности. Ну, для этих пальцев, да, они могли бы сюда выпасть. Ну, а для внешних это скорее просто, чтобы закрывало торец. Чтобы туда, там, конечно, зазора не должно быть, но лишний раз, чтобы это все не говнякалось. Вот. Ну и заодно здесь ширина фиксации нормальная. То есть шайбы я сделал большие, насколько возможно, чтобы они сюда влазили. Ну вот. А родные втулочки, они вот так вот выглядят. Они сильно меньше. Можно сравнить. Они сильно меньше, и они там ничего не фиксировали толком. Поэтому, когда я вытаскивал, здесь все пальцы вращались уже. То есть они все крутились, а из-за толщины маленькой они быстро вырабатываются, они просто начинают не во втулках вращаться, а вращаться уже в посадочных. Ну, сейчас все окей. Там не успел разбить вовремя, залез. Что все, вот сейчас подзачистить. В прошлый раз я сборку не снимал, потому что дождь начался, ну такой крапал. Снимать уже было никак, а работать еще можно было. Вот как раз оно все немножечко проржавело. Надо сейчас зачистить, подкрасить и готово.